Девочки, всем доброго времени суток! Сегодня хочу пополнить ваши копилочки очень красивым узором-крючком. Он одновременно такой плотненький и в то же время он ажурный. За счет этого узор очень легкий и воздушный. Причем использовать как лицевую можно обе стороны узора. Посмотрите, как выглядит его изнаночная сторона. На ней очень красивый такой рельеф присутствует. Так что выбирайте любую сторону как лицевую. Также такой узор подойдет для вязания реглана. Вот видите, я повернула узор, и сверху вниз он тоже смотрится очень красиво. Лицевая сторона тоже хорошо будет смотреться для реглана. Вообще этот узор подойдет для вязания любых абсолютно вещей, и топов, и кардиганов. В общем, фантазируйте, здесь все в ваших руках. Количество петель для вязания узора должно быть кратно 12 плюс еще 5 петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираем 4 воздушные петли подъема. Приступаем к вязанию раппорта. И начиная с 7 петли будем вязать столбик с одним накидом. В 7 петлю я ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. 1 воздушная. И столбик с одним накидом в эту же самую петлю. Одна воздушная. Отсчитываем 5 петель и в 6-ю будем вязать 4 столбика с одним накидом. Две воздушных и еще 4 столбика с одним накидом в ту же самую петлю. Одна воздушная. На этом раппорт узора закончен. Дальше мы начинаем повторять. А в конце ряда вяжем следующим образом. Отсчитываем 5 петель и в 6-ю провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная и столбик с одним накидом в ту же самую петлю. Одна воздушная и столбик с одним накидом, пропустив одну петельку во вторую, то есть в крайнюю петлю цепочки. Приступаем теперь к вязанию второго ряда. Выполняем 4 воздушные. Разворачиваем вязание. И вот под этот воздушный мостик в галочку вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная и столбик с одним накидом в ту же самую галочку. Дальше приступаем к вязанию раппорта узора. Одна воздушная. И сейчас будем выполнять убавление из 4 столбиков с одним накидом. Вот по этим столбикам 4. Ввожу крючок в первый столбик, вытянула рабочую нить, провязала 2 петли. Накид, ввожу крючок в следующий столбик, вытянула рабочую нить, провязала 2 петли. Накид, ввожу крючок в следующий столбик, вытягиваю рабочую нить, провязываю 2 петли. Накид, и в последний столбик я ввожу крючок, вытянула рабочую нить, провязала 2 петли. На крючке 5 петель, их все провязываем за один раз. Затем 3 воздушных, столбик без накида под воздушный мостик, 3 воздушные. И точно такое же убавление будем формировать на этих 4 столбиков с одним накидом. Выполняем накид, ввожу крючок в первый столбик,
провязала 2 петли, накид, во второй столбик, провязала 2 петли, накид, третий столбик, опять вяжу только 2 петли, накид и последний четвертый столбик. На крючке у меня также 5 петель, я их провязываю за один раз. Одна воздушная, столбик с одним накидом, в галочку провязываю. Одна воздушная и еще один столбик с одним накидом в ту же самую галочку. Раппорт узора закончен. Дальше мы начинаем повторять. А в конце ряда всегда выполняем следующим образом. Одна воздушная, и сейчас провяжем столбик с одним накидом вот в эту воздушную цепочку подъема. Одну петлю пропускаем, а во вторую провязываем. Приступаем к вязанию третьего ряда. Выполняем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. И сейчас вот в эту вот галочку под одну воздушную петельку будем вязать 4 столбика с одним накидом. Две воздушных и еще 4 столбика с одним накидом в эту же самую галочку. Приступаем к вязанию раппорта. Одна воздушная. И будем вязать столбик с одним накидом вот в этот вот столбик без накида. Одна воздушная. И еще один столбик с одним накидом в ту же самую петельку. Одна воздушная. И дальше начинаем повторять раппорт узора. А заканчиваем мы вязание следующим образом. Выполняем 4 столбика с одним накидом в эту вот галочку под воздушный мостик. Две воздушных и еще 4 столбика с одним накидом под этот же воздушный мостик. И выполняем столбик с одним накидом опять же во вторую воздушную петельку. Первую пропустили, во вторую выполняем. Приступаем к вязанию четвертого ряда. 3 воздушные. Разворачиваем вязание. На этой четверке столбиков выполняем убавление. Накид вводим в первый столбик, накид во второй столбик, накид в третий столбик, накид и в последний столбик. И теперь все 5 петель за один раз. 3 воздушные, столбик без накида под воздушный мостик, 3 воздушные,
И вновь точно такое же убавление вот на этой четверке столбиков. И приступаем к вязанию раппорта узора. 1 воздушная. Вяжем столбик с одним накидом в галочку под воздушную петельку. 1 воздушная. Столбик с одним накидом в ту же самую галочку. 1 воздушная. Вновь выполняем убавление на четверке столбиков. Три воздушных. Столбик без накида под воздушный мостик. 3 воздушных. И вновь выполняем убавочку на этой четверке столбиков. На этом раппорт узора заканчивается, а в конце ряда выполняем столбик с одним накидом в воздушную петельку подъема, в самую первую. Приступаем к вязанию следующего ряда. Выполняем 4 воздушных. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию раппорта и вяжем столбик с одним накидом вот в этот столбик без накида предыдущего ряда. Воздушная петля и столбик с одним накидом в то же самое место. Одна воздушная. Вяжем 4 столбика с одним накидом в эту вот галочку. Две воздушных. И еще 4 столбика с одним накидом в эту же самую галочку. Одна воздушная. На этом раппорт узора закончен. Мы начинаем повторять, а в конце ряда вяжем следующим образом: накид и выполняем столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Одна воздушная и еще один столбик с одним накидом в ту же самую петельку. Одна воздушная и вяжем столбик с одним накидом в воздушную цепочку подъема в самую первую петлю. На этом раппорт узора закончен.
Дальше мы вяжем, постоянно повторяя со 2 по 5 ряды. На этом у меня все. Если вам понравился узор, то ставьте лайк, оформляйте подписку на мой канал, если вы все еще не подписаны. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас появляются. На этом у меня все. Всем пока-пока!